Божественная наука является самой сложной из наук. Я есмь великий божественный направитель. Вы знаете меня как члена кармического правления и как учителя Сен-Жермена. Я не всегда стараюсь выйти на публику, и обычно я задаю направление духовного развития общества как бы из-за кулис. Поэтому сегодня одно из счастливых исключений из моих правил. Я пришел, чтобы дать практически завершающее послание года. Заседание кармического правления подходит к концу, и в основном все вопросы, требующие немедленного решения, уже рассмотрены. Поэтому у меня выдалось некоторое время для того, чтобы выйти из-за кулис. Не думаю, что большинство из тех, кто читает это послание, оценит этот мой шаг. Потому что и это послание, и почти все послания этого цикла рассчитаны на людей, которые твердо стоят на пути и нуждаются лишь в небольшой поддержке и корректировке. Те многочисленные, кто гоняется за сенсациями в поисках каких-то новостей, будут разочарованы. Мы переходим к более тонкой реальности. И мы говорим для тех, кто способен нас воспринять. Для остальных мы оставляем возможность изучения предыдущих наших посланий. Только учтите, что если вы по-прежнему будете сновать туда и сюда, пытаясь охватить все новости, которые содержатся в интернете и на книжных полках, то лучше вам не читать наше послание, так как вы напрасно потратите время. Мы составляли наши послания таким образом, чтобы человек постепенно входил в наш мир, все больше основывая свои решения на внутреннем восприятии реальности, а не на внешней стороне. Но это возможно только тогда, когда вы действительно серьезно выбираете идти по начертанному нами пути.
Если же вы по-прежнему будете смешивать разные источники и разные духовные направления, то действие наших посланий будет прямо противоположным. Вы будете не приближаться к цели вашего духовного путешествия по физическому миру, а удаляться от нее. И это вполне объяснимо даже с физической точки зрения. Тогда, когда вы подвергаете себя воздействию разных энергий, не совсем отдавая себе отчета в том, какое действие оказывает на ваши тонкие тела каждая из них, вы вынуждены постоянно находиться под воздействием агрессивной среды. Эти энергии будут растаскивать ваше существо в разные стороны. И вместо того, чтобы двигаться по пути, вы будете стоять на одном месте или ползти назад. Для того, чтобы начать движение, вам необходимо выбрать путь и начать двигаться по нему. Но если, дойдя до какой-то точки пути, вы вдруг решите, что хорошо было бы пойти еще и по другому маршруту, то вы автоматически вернетесь в начальную точку вашего пути. Именно так поступает большинство людей, которые читают наши послания. Вначале они бодро начинают шествие под нашим руководством, но потом какой-то знакомый рекомендует им другой источник, и они начинают двигаться, бывает, совсем в противоположном направлении. Если вы нашли божественный источник, если ваше высшее Я указывает на его истинность, то зачем вам по сомнительному сигналу срываться и бежать в другую сторону? Глубина учения постигается при прохождении жизненных испытаний и путем применения при прохождении этих жизненных испытаний полученных знаний. Поверьте мне, что тогда, когда вы идете в указанном нами направлении, то вы постигаете все более и более тонкие грани иллюзии и учитесь преодолевать те внутренние и внешние препятствия, о которых даже не догадывались в начале пути. Те же, кто мечется из стороны в сторону, не только не продвигается по пути, но наносит прямой вред своей душе, так как, не получив опыта тонких развлечений, подвергается многим негативным воздействиям, способным разрушить его тонкие тела, да и саму душу. Еще раз повторяю, что божественная наука является самой сложной из всех наук, и поверхностное ее изучение не приведет
ни к какому результату. Поэтому я пришел и даю это мое послание. Моя основная обязанность – задавать верное направление в каждый текущий момент времени. И сейчас, поскольку время нашей беседы подходит к концу, мне бы хотелось предупредить о том, что человечество в целом идет неверной дорогой. Верный путь указан. И он указан не только в этих посланиях. Он указан многими нашими вестниками в прошлом. И это путь духовного развития. И если бы 6 лет назад нашлись люди, которые просто выполняли указания, данные в наших посланиях, сейчас мы имели бы уже прочный фундамент, на котором можно было бы закрепить новые принципы развития общества. Сейчас же общество отвернулось от наших рекомендаций, и мы предоставляем право двигаться вам по выбранному вами самими пути. Пути в никуда. К сожалению, ни один Высший Совет Вселенной, ни одно кармическое правление не может препятствовать вам проявить свободную волю. Мы можем лишь стоять в стороне и наблюдать, периодически напоминая о законе кармы и принципах его действия. У нас есть многотысячелетний опыт работы с человечеством Земли, а также многовековой опыт балансировки на грани, на которой человечество предпочитает находиться. Вам есть о чем поразмыслить на досуге, когда вы будете подводить итоги года. Я есмь великий божественный направитель, всегда готовый оказать помощь человечеству Земли.